Лето 1974-го. Точка в Тихом океане. До ближайшего берега 1500 миль. Если посмотреть с воздуха, видна одна странная картина. Посреди пустой воды, где не бывает ни рыбаков, ни торговых маршрутов, стоит огромное судно, размером почти с военный корабль. Под бортом у него лунный бассейн, проем в днище. Официально оно якобы добывает со дна марганец. Какие-то конкреции, минералы, экономика будущего. Версия для прессы такая. А в нескольких сотнях метров рядом другой корабль, поменьше, под чужим флагом. Просто стоит и смотрит. Команде наверху уже не до сна. Они на всякий случай завалили вертолетную площадку какими-то ящиками, чтобы с того корабля никто не сел. И вот тут начинается самое странное. Под этим судном, прямо под лунным бассейном, на глубине около 5 километров, почти полное безмолвие. Темнота, в которой не был еще ни один человек. И в этой темноте к черному стальному корпусу подводной лодки, которая лежит там уже 6 лет, медленно опускается захват. Похожий на гигантскую клешню. Тонна за тонной, секция за секцией, трубу длиной в 5 километров наращивают сверху со стороны судна. Захват подходит, смыкается и начинает поднимать. Внутри той лодки ядерные ракеты и 98 человек, которые не вернулись домой еще в 68-м. Меня в этой истории зацепило, честно говоря, не то, что ее вообще попытались поднять, и даже не то, что эту операцию 6 лет готовила чужая разведка под легендой одного миллиардера-затворника. Зацепило другое. На нее ушли, по разным оценкам, то ли 300 миллионов, то ли почти $1 миллиард того времени. Целое судно построили специально под одну задачу – поднять чужую субмарину со дна так, чтобы об этом не узнал вообще никто. Ни газеты, ни Конгресс, ни страна, которой эта лодка принадлежала. И вот это до сих пор не укладывается у меня в голове. Как можно было всерьез рассчитывать, что целую субмарину вытащат с 5 километров, и об этом никогда не напишут? И главное, что они там искали внутри? Ради чего вообще стоило затевать такое? Прежде чем разбираться, что они там искали, надо сделать шаг назад. К тому году, из которого эта лодка вообще там оказалась. Я уже разбирал эту историю в отдельном ролике на канале про 68-й год. Если коротко, это был очень странный год для подводного флота, как ни смотри. За несколько месяцев, с января по май, пропали сразу 4 субмарины. 4. От 4 разных стран. Советская в северной части Тихого океана, французская у себя дома у Тулона в Средиземном море. Израильская там же, в Средиземном, но восточнее, между Критом и Кипром. И американская в Атлантике, на возвращении с боевой службы. Ни один экипаж не вышел на связь. Ни одна не подала сигнала бедствия. Просто тишина в эфире и тишина под водой. В том ролике я довольно подробно разбирал, что известно про каждую из этих катастроф. Какие есть версии, где источники сходятся, где расходятся, где вообще ничего не известно до сих пор. Если не видели, посмотрите, ссылку я оставлю. Это важный фон. Без него вся история, которую я рассказываю сейчас, будет висеть в воздухе. Но здесь я хочу зайти с другой стороны. Не с вопроса, почему они утонули, а с вопроса, который, честно говоря, я сам себе задал уже после, когда копался в источниках. Что было с этими лодками потом? После того, как поиски сворачивались, экипажи объявляли погибшими, семьям приходили казенные письма, и одно за другим эти имена уходили из газет, что было с самими лодками? Знаете, что я обнаружил? Очень странную закономерность. 3 из 4 пролежали на дне десятилетиями, не годами, десятилетиями. Их родные флоты со всеми ресурсами, со всеми сонарами, со всеми поисковыми судами не могли найти своих собственных подводников по 40, по 50 лет. Французы искали свою больше 50 лет, израильтяне свою больше 30. И только в 2000-х годах частными экспедициями с новыми сонарами и подводными дронами эти лодки наконец нашли, уже на современной технике. Уже когда из родственников экипажа в живых осталась горстка. А 4-ю нашли почти сразу. Чужая разведка. И не просто нашла, не просто нанесла на карту, а подняла. Точнее, попыталась поднять. И часть подъема, по всем рассекреченным потом документам, у них все-таки получилось. Вот это и есть та лодка из Хука. Та самая, которой в 1974 году опускался стальной захват в 1500 миль от ближайшего берега, под прикрытием марганцевой легенды.
Это не пересказ голливудского фильма. Это реальная операция, на которую ушло 6 лет подготовки и сотни миллионов долларов того времени. О ней сейчас написаны книги, рассекречена часть документов ЦРУ, есть даже внутренний отчет самого ведомства, опубликованный потом с купюрами. Но в массовом сознании, особенно у нас, эта история по-прежнему какие-то обрывки. Что-то слышали, что-то путают с фильмами, что-то с тем самым ограблением, после которого вся история и вылезла наружу. К ограблению я тоже подойду, но позже. Меня, если честно, в этой истории зацепила не сама операция, как инженерный подвиг, хотя по сложности ее сравнивали с высадкой на Луну, и это, похоже, недалеко от правды. Зацепило другое, что мы, страна, которая эту лодку потеряла, до сих пор далеко не на все знаем ответ, что ее подняли не мы, что внутри нее были тела наших моряков, и хоронили этих моряков тоже не мы. Хотя нет, про похороны это важно позже, не сейчас. Я к этому еще подойду в отдельной главе. А пока про рамку. 68-й год называют по-разному. Год переломный, год Праги, год Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди, год ТЭТ наступления во Вьетнаме. Если про подводный флот, то его иногда называют черным годом подводного флота. Никогда раньше и никогда после столько лодок за такой короткий промежуток не теряли. 4 единицы за 5 месяцев. У 4 разных стран. Одни со старыми корпусами еще военной постройки, другие практически новые, считавшиеся надежными, гордость своего флота. И при этом ни одной достоверно подтвержденной причины ни по одной из них так и не появилось. Версии да, по каждой по нескольку. Окончательного слова нет нигде. Когда читаешь это в один присест, начинает казаться, что год был какой-то проклятый. Я знаю, что так нельзя думать. Совпадения бывают, статистика штука капризная, но ощущение остается. Поэтому я и не хочу здесь заходить с угла версии гибели. Этот угол я закрыл в том ролике. Здесь другая ось. Время. Что бывает с подлодкой и с ее экипажем, если ее не нашли через месяц после катастрофы? Через год? Через 10 лет? Через 30? Что делает с этим страна? Что делает с этим разведка противника? Что делают с этим семьи, которые ждут? И вот эта ось нечестная, то есть несправедливая, потому что 3 семьи из 4 ждали так долго, что многие уже не дождались. А 4-й стране вообще не сказали, что ее лодку нашли и трогали. Сказали через 20 с лишним лет. И то частично, и то, когда уже скрывать стало невозможно. У этого видео простой нерв. Не как погибли, а как искали. Не где-то в книгах тайн 20 века, а по конкретным датам, конкретным судам, конкретным экспедициям. С именами тех, кто все-таки нашел. С именами тех, кто все-таки тайно поднял. И с одной очень неудобной асимметрией между нашей половиной этой истории и чужой. Если вам этот формат заходит, спокойный, без криков и без ужасных тайн, по документам, по источникам, поставьте лайк прямо сейчас. По нему я понимаю, что такое стоит делать дальше, а не уходить в каналы со страшилками. И подпишитесь, если еще нет. На русском такие истории целиком, по архивам, почти никто не собирает. Рассекреченные доклады, мемуары участников, газеты 70-х — это все лежит, но в одну картинку не сходится. Здесь попробуем сложить. А теперь к самой лодке. К той, которая под водой ждет захвата. 6 лет назад эта лодка вышла из бухты Крашенинниково. 24 февраля 1968 года. Камчатка, восточное побережье, поселок Рыбачий. Если кто служил или просто бывал, место знакомое. Главная база подводных сил Тихоокеанского флота, тогда еще закрытая, на гражданских картах его попросту не было. У самих подводников ходило для этой базы неформальное название, не самое веселое. Я его сейчас приводить не буду, чтобы не отвлекать. Но отношение к автономкам там было совершенно особенное. Лодка называлась К-129, бортовой номер 574. Проект 629, после модернизации 629А. Тут сразу одну вещь надо оговорить, потому что в массовых пересказах ее очень часто путают. И в зарубежных, и в наших. Лодка не была атомной, не атомоход. Дизель электрическая, обычные дизели для надводного хода и аккумуляторы для подводного. Атомным было то, что она везла. На борту стояли 3 баллистические ракеты Р-21, комплекс Д-4, первая советская ракета с подводным стартом, между прочим. И к этому еще 2 торпеды с ядерными головными частями. Вот это и есть та самая ядерная часть истории. Не реактор.
оружие. На небольшой дизельной лодке везли заряды такой мощности, что одного хватало на крупный город. Экипаж – 98 человек. Командир – капитан первого ранга Владимир Иванович Кобзарь. По воспоминаниям сослуживцев, опытный подводник, грамотный, по характеру жесткий, по службе один из сильнейших командиров своей дивизии. Стаж на лодках большой, с послевоенных еще лет. Не тот человек, на которого в первую очередь падет подозрение в небрежности, если что-то пойдет не так. Это, кстати, потом тоже сыграет роль, когда комиссии начнут искать виноватого. Поход был плановый. Боевая служба в северной части Тихого океана. Маршрут шел на восток, через Курилы, дальше в сторону района патрулирования, где-то северо-западнее Гавайских островов. По конкретике источники, надо сказать, расходятся. По одним данным, район был в 750 милях от Оаху, по другим – гораздо дальше, в 1,5–1,5 тысячах морских миль. Точную точку гибели потом восстановят американцы, не наши, к этому я еще подойду. Лодки этого проекта по нынешним меркам были уже не очень. Энерговооруженность слабая, аккумуляторы садились быстро, заряжать их приходилось часто. А заряжать – это значит идти под так называемым режимом РДП – работа двигателя под водой через выдвижную шахту. Поверхность лодки чуть выше определенного уровня, шахта над водой, остальной корпус скрыт. Режим неудобный и в свежую погоду на больших волнах опасный. Это важно, потому что одна из версий потом построится именно на этом. Связь шла по графику. Лодка отдавала контрольные сигналы в положенные точки. 24 февраля – выход. Дальше обычная рутина боевой службы. А где-то на рубеже первой декады марта, то ли 7-го, то ли 8-го, на контрольном сроке она не отвечает. Молчит один сеанс, молчит второй, молчит третий. Дату гибели потом по умолчанию обозначит 8 марта. День, я скажу так, отдельный сам по себе, праздничный. На Большой Земле женщины ждут поздравлений от своих, а на лодке к этому моменту, по всей видимости, уже никого нет в живых. Совпадение, конечно, но из тех совпадений, которые потом помнят даже спустя 50 лет. 10 марта по флоту объявляет тревогу. Поднимается разведывательная авиация. По некоторым данным, часть самолетов специально перебрасывали даже с Северного флота на другой край страны. К поиску подключаются надводные корабли, спасатели. Район прочесывают огромный, размером с приличное европейское государство. Ищут долго. По разным источникам, активная фаза поиска шла от 1,5 до 2,5 месяцев. Не находят ничего. Ни обломков, ни масляного пятна, ни сигнала с аварийных буев. Меня в этой части истории, если честно, больше всего поражает не сам факт того, что не нашли. Это вообще-то объяснимо. Океан огромный, точную точку никто не знал, искали по предполагаемому маршруту, а лодка могла отклониться. Поразительно другое. Большая страна с мощным флотом, с авиацией, со спасательными силами. 2 месяца с лишним ищет своего и не находит вообще ничего. 0. А чужой флот, как окажется чуть позже, уже знает координаты с точностью до сотен метров. Но об этом действительно следующая глава. Что произошло с лодкой? Тут надо разделить факты и версии. Факт 1. Она затонула где-то в северной части Тихого океана, на глубине от 5 до 5,5, по другим оценкам до 5600 метров. Это сразу за пределами любой реалистичной спасательной операции тогдашнего уровня. Спасательная техника тех лет физически не могла работать ниже 200–300 метров. 5 километров – другая планета. Дальше идут версии. Первая, которую часто приводят командиры лодок этого проекта в своих мемуарах – непреднамеренный провал за предельную глубину. Лодка идет под РДП. На волне ее захлестывает. В шахту попадает вода, что-то отказывает. Экипаж не успевает среагировать. Лодка проваливается. И на запредельной глубине прочный корпус не выдерживает. Это самая спокойная, самая прозаичная версия. И по совокупности косвенных данных, наверное, самая вероятная. Вторая версия – внутренний взрыв. Аккумуляторных батарей при зарядке или ракетного топлива в шахте или что-то с боезапасом. В американских документах потом будет фигурировать предположение именно про взрыв. Они анализировали запись со своих гидрофонов, и там, по их словам, была сигнатура подводного взрыва. Есть еще третья версия, гораздо более громкая, про якобы столкновение с американской подлодкой. К ней я еще вернусь, она требует отдельного разбора, и сейчас я ее просто отложу. Скажу только, что и Москва, и Вашингтон ее отрицают. Доказательств нет. Относиться надо очень осторожно.
Но вернемся к тому марту. Поиск свернули где-то к концу мая, без результата. Лодку объявили погибшей. И тут начинается та самая, не очень удобная часть истории, про которую мы у себя дома редко рассказываем подробно. Часть про семьи. Им долго не говорили ничего, не погиб, а пропал без вести, в военной формулировке. Я читал воспоминания нескольких родственников, которые попадаются в открытых источниках, и там везде одно и то же. Кому-то сказали через несколько недель, кому-то через несколько месяцев, где-то сказали официально, где-то родственников вызывали в военкомат, что-то намекали, что-то нет. Сами имена 98 погибших в открытую публиковать не стали. Лодка же боевая, ракетная, маршрут засекречен, район засекречен. Поэтому даже факт того, что она утонула, в советской прессе того времени как таковой не появился. То есть совсем не появился. И вот, чтобы понять масштаб этого молчания, одна дата. Официальный указ о награждении всех 98 членов экипажа Ордена Мужества посмертно был подписан только в 98 году, через 30 лет после гибели. И этот указ, между прочим, тоже не публиковался. Просто состоялся и все. 30 лет. У кого-то из родителей этих ребят, ушедших матросами в 18-19, к 98-му уже никого в живых не было. Кто-то из вдов так и не дождался ни ордена, ни внятного объяснения. Имена, которые сейчас можно прочесть на гранитной плите в гарнизоне Вилючинска, это имена, которые их собственная страна 30 лет не могла произнести вслух. И на фоне всего этого молчания, пустоты на месте обломков, пустоты на месте могилы, пустоты на месте имен, есть один очень неудобный факт. Лодку все-таки нашли. Очень быстро и с точностью до сотен метров. Только нашел ее не наш флот. Кто? Американцы. Точнее, целый аппарат, который к 1968 году был развернут в Тихом и Атлантическом океанах, и о котором у нас тогда знали в самых общих чертах. Я попробую объяснить, не сваливаясь в технические подробности, потому что меня здесь зацепила не сама техника. Меня зацепила асимметрия. Когда я первый раз про это прочитал, у меня было ощущение, что я листаю не документы, а фантастический роман. Потому что пока советская авиация рисовала квадраты на карте, прочесывала район размером с пол Европы и теряла недели, на той стороне океана с этим разбирались несколько инженеров и одна аналитическая группа. И разобрались. Речь о системе под названием SOSUS. Эта аббревиатура расшифровывается как Sound Surveillance System. По-нашему, сеть гидроакустического наблюдения. Идея простая до неприличия. На дне океана, в стратегических местах, в основном вдоль того, что американцы называли узкими местами, через которые советские лодки выходили на боевую службу, лежали кабели с подводными микрофонами, гидрофонами. Сотни этих микрофонов, объединенных в группы на разных глубинах в разных регионах. Сигналы шли по кабелям на береговые станции, где их слушали круглосуточно, в смены, специально подготовленные операторы. Систему начали разворачивать еще в 50-х. В первоначальном виде она работала уже к концу того десятилетия. Главная задача — отслеживать перемещение советских атомных лодок, особенно тех, что выходили в Атлантику, к американскому побережью. Но у системы, как у всякой большой и чувствительной техники, есть приятный побочный эффект. Она слышит вообще много чего. Землетрясения, китов, винты гражданских судов и, что важно для нашей истории, катастрофы под водой. Подводный взрыв или схлопывание прочного корпуса лодки на запредельной глубине дают очень характерную сигнатуру. Звук, который ни с чем не спутаешь, если ты этим занимаешься профессионально. В марте 1968-го, по американским данным, SOSUS в северной части Тихого океана записал такой звук. По разным источникам он состоял из последовательности коротких хлопков, потом одного крупного события, то ли взрыв, то ли разрушение корпуса, потом тишина. На нескольких разнесенных далеко друг от друга станциях этот же звук был зафиксирован с разной задержкой. И вот тут начинается самое интересное. Если у вас несколько микрофонов, которые услышали один и тот же звук, и вы знаете, где стоит каждый из этих микрофонов, и знаете, на сколько долей секунды звук пришел на один раньше, чем на другой, вы можете вычислить точку, откуда звук пришел. Это называется триангуляция, обычная геометрия. Только под водой это сильно сложнее, потому что скорость звука в океане скачет в зависимости от температуры, солености и плотности воды. Плюс есть всякие звуковые каналы, в которых волны идут не по прямой, а по дуге. Это уже не школьная задача. Это работа для специалистов очень узкого профиля. В США как раз был такой специалист. Океанограф по имени Джон Крейвен.
Гражданский, в военной структуре, по должности, главный ученый в отделе специальных проектов военно-морских сил. Человек, который к тому моменту уже был известен в узких кругах тем, что нашел с помощью статистики и теории вероятностей водородную бомбу, потерянную над Испанией. Бомба упала с потерпевшего крушение бомбардировщика в Средиземное море. Искали ее несколько месяцев, и в итоге Крейвен, грубо говоря, посчитал на бумаге, где она должна лежать с наибольшей вероятностью. И оказался прав. У него к 68-му уже была привычка к такой работе. В том марте ему дают записи с ОСУС. Он их анализирует. И в итоге выдает координаты района вероятной гибели советской лодки размером в несколько квадратных миль. По меркам океана это очень мало. Это, грубо говоря, как если бы кто-то сказал: лодка где-то вот в этом небольшом районе, ищите здесь. Меня в этом моменте всегда подвешивает одна мысль. Наш флот в марте-апреле прочесывал район, повторюсь, размером с приличное европейское государство. Сотни тысяч квадратных миль. И не находил ничего. А американцы на своих кабинетах по записям с микрофонов на дне дали район в несколько квадратных миль. Это на несколько порядков точнее. Не в 10 раз, не в 100, гораздо больше. И теперь у Крейвена есть координаты. А что с ними делать? Дальше начинается часть, которая в открытых источниках восстановлена по интервью участников. К месту отправляют специальную подводную лодку. Называлась она «Халибут». По первоначальному проекту это была ракетная лодка для крылатых ракет, но к концу 60-х ее уже переоборудовали под задачи разведки. У нее была одна особенность, которая в наших разговорах про подводный флот почти не звучит. Она умела вести буксируемый аппарат на длинном тросе. Этот аппарат американцы между собой называли просто «рыба». Несколько метров в длину, около 2 тонн весом, выдерживал давление на больших глубинах. На нем стояли камеры с импульсными вспышками, мощные прожекторы, гидроакустика. Халибут опускала эту рыбу на тросе и медленно ходила галсами над предполагаемым районом, как тянут невод. Рыба в темноте на дне делала снимок за снимком. Тысячи кадров. Большинство – пустое дно, ил, мусор. И где-то в этом потоке появились снимки, на которых видны фрагменты подводной лодки. Корпус, часть рубки, обломки. По разным данным, это случилось где-то в августе 68-го. Прошло около 5 месяцев с момента, когда советская К-129 не вышла на контрольный сеанс связи. 5 месяцев для такой задачи – это, прямо скажу, очень быстро. У наших к этому времени поиск уже свернули. Семьям уже сообщили формулировку «пропал без вести». А американцы тогда же, по тем же неделям, аккуратно, не привлекая внимания, разглядывали фотографии. На дне Тихого океана, на глубине около 5 километров, на боку лежит советская дизельная подлодка с ракетами и ядерными торпедами. Часть корпуса, по всей видимости, относительно цела. И вот на этих снимках, в кабинете где-то в Вашингтоне или в Пёрл-Харборе, начинается совершенно отдельная история. Потому что одно дело найти. Это уже само по себе достижение, мирового уровня инженерное и аналитическое. А совершенно другое дело, что с этой находкой делать. У американцев на руках координаты ракетной подводной лодки противника, внутри которой секретные шифры, оружие, оборудование. И эта лодка лежит в нейтральных водах, никому формально не принадлежит, никем не охраняется. Только противник, у которого она ушла, об этом не знает. С этой точки начинается совсем другая глава, которая, если бы кто-то предложил ее всерьез году в 68-м, звучала бы как сценарий не очень правдоподобного фильма. Сценарий, грубо говоря, был такой. Нужно поднять чужую подводную лодку. Целиком, по возможности. Со дна Тихого океана. С глубины примерно в 5 километров. И сделать это так, чтобы советский флот, у которого эта лодка ушла, не узнал об операции вообще никогда. Когда читаешь это в одном предложении, сразу хочется уточнить. А они вообще себе отчет отдавали, насколько это нереально? Похоже, что отдавали, и все равно решили попробовать. Чтобы оценить масштаб безумия, нужна одна точка отсчета. К концу 60-х годов рекордная глубина, с которой кому-то когда-либо в истории удавалось поднять субмарину или ее часть, была чуть больше 240 футов. Это около 75 метров. 75 метров – это работа обычного профессионального водолаза, чуть выше потолка для любителя с аквалангом. На такую глубину можно опустить кран с поверхности и не сильно философствовать. К-129 лежала на 5000 метров с лишним. По разным оценкам, от 5 до 5600. Если перевести это в сравнение, которое лично мне помогло понять масштаб, самая высокая точка Альп, Монблан, примерно 4800 метров.
То есть лодка лежала глубже, чем стоит Монблан, и на эту глубину надо было опустить с поверхности захват, удержать его в точке, подцепить корпус весом около 2000 тонн и медленно, очень аккуратно, чтобы он не развалился, поднять обратно наверх. Никто этого никогда не делал, даже близко. У американцев был свой большой опыт глубоководной техники, у англичан был, у французов тоже, но все это работало в десятках, в первых сотнях метров. Когда планировщики операции первый раз сводили цифры на бумаге, они, по воспоминаниям участников, сами не очень понимали, как к этой задаче подходить. Одна из оценок, которая попадается в открытых источниках, звучит так: вероятность успеха где-то 10%. Это, подчеркну, оценка кого-то из участников, неофициальный документ. Но цифра показательная, то есть инженеры сами себе на бумаге говорили: у нас 1 шанс из 10, что мы вообще что-нибудь поднимем. И 9 из 10, что мы потратим колоссальные деньги и ничего не получим. И при этом решают идти. Что, в общем, само по себе характеризует, как сильно они хотели получить то, что было внутри лодки. Что было внутри? Тут лучше быть честным, потому что в публичных пересказах часто путают порядок вещей. По открытым документам ЦРУ главными целями операции называются 3 типа добычи. Первое, и по многим оценкам самое ценное – шифровальное оборудование и материалы. Кодовые книги, специальные машины для шифрования, ключи – все то, что в случае удачного захвата позволяло бы читать советские военно-морские переговоры, потенциально несколько лет вперед. Это уровень разведданных, ради которого холодная война, в общем, и велась. Второе – ракетные технологии. Боевая часть – конструкция самих ракет Р-21 с подводным стартом, ядерные боеголовки, состав ядерных материалов. Понимание, на каком уровне находится советская ракетная программа в 2008 году от запуска первого спутника. Третье. Общее устройство лодки. Гидроакустика, материалы корпуса, то есть все то, что для разведки противника представляет, мягко говоря, интерес. Меня в этом списке зацепило не первое и не второе. Меня зацепило то, что вообще-то лодка лежала в нейтральных водах и юридически могла принадлежать кому угодно, кто до нее дотянется. Это, конечно, очень удобная для разведки формулировка. Она именно из таких внутренних документов и идет. Но если думать спокойно, лодка эта была советская. Внутри наши погибшие. Сами американцы это прекрасно понимали, и в их собственных документах есть оговорки на эту тему. Просто решили, что разведывательная ценность перевешивает все остальное. Политический фон, на котором это все затевалось, тоже надо понимать. Конец 60-х, начало 70-х годов – это, с одной стороны, разгар холодной войны, с другой – уже начало того, что потом назовут разрядкой. Никсон в Белом доме, Брежнев в Кремле. Велись переговоры по ограничению стратегических вооружений, готовились визиты на высшем уровне, оба правительства публично говорили, что хотят снизить градус. И параллельно с этим, в полной тайне даже от собственного Конгресса в полном объеме, обсуждалась операция, которая в случае разоблачения превращала бы любую разрядку в дипломатический пожар первой степени. Решение запустить проект по рассекреченным документам было принято в 1969 году на самом верху, с санкцией Белого дома, с согласованием в очень узком круге лиц. Первоначально проектом интересовались из военно-морских кругов, потом основной заказчик и координатор – Центральное разведывательное управление. На разных этапах за это отвечали разные директора ЦРУ. Замысел и ранние согласования шли при Ричарде Хелмсе, а основная активная фаза, включая сам подъем в 1974-м, легла уже на Уильяма Колби. Я специально это уточняю, потому что в пересказах часто всю операцию записывают на одного человека, а это было решение, растянутое на несколько администраций и нескольких директоров. Сами инженеры, которые сидели над технической стороной, потом писали каждый по-своему, что они отдавали себе отчет в одном. Если по сложности это сравнивать с чем-то знакомым, то ближайшим аналогом была программа высадки на Луну, та самая программа «Аполлон», которая в эти же годы была главной американской технологической витриной. Шансов 1 из 10. Бюджет, сравнимый с космической программой. Инженерная задача из тех, которые в учебниках на тот момент описывались словами «сделать невозможно». И именно так между собой операцию и подавали, как, по сути, морской аналог высадки на Луну. Только эту высадку нельзя было показать по телевизору. Ее нельзя было даже упомянуть в новостях. Ее надо было осуществить так, чтобы об операции не узнала ни одна разведка мира, кроме своей собственной.
И тут возникает задача, которая по своей абсурдности не уступает самой инженерной части. Как построить судно водоизмещением около 70 тысяч тонн, размером больше крупного военного корабля той эпохи, и сделать вид, что оно тут вообще ни при чем? Ответ оказался такой, что в него как-то даже сразу не веришь. Нужен очень странный заказчик. Желательно, чтобы он уже был известен на весь мир странными проектами, чтобы любая его новая инициатива воспринималась как очередная причуда. И чтобы у него были деньги, юристы, секретность вокруг компании и репутация человека, к которому, в принципе, не очень-то подойдешь с вопросом «А это вы зачем?». Такого заказчика в Соединенных Штатах в начале 70-х нашли только одного. Звали его Говард Хьюз. Хьюза не нужно особо представлять. Его до сих пор иногда называют самым странным богачом 20 века. Авиаконструктор, летчик-рекордсмен, кинопродюсер, владелец громадных компаний, в какой-то момент один из богатейших людей мира. К началу 70-х ему было около 65 лет, и о нем в основном писали уже в другом ключе. Затворник. Лет 10 не появляется на публике. Живет в верхних номерах гостиниц, занавешенных от солнца. Окружен несколькими доверенными людьми, которые управляют его бизнесом от его имени. Когда-то лично летал по миру, теперь подписи на документах ставит, по слухам, годами невиданные посторонними глазами. Идеальная фигура. Закрытая, эксцентричная, при этом юридически с огромным аппаратом компаний. Главную из них звали Summa Corporation, холдинг, через который шли практически все дела Хьюза в тот период. Параллельно работала структура с названием Global Marine, морская инженерная компания, у которой был серьезный опыт глубоководного бурения. Вот эти две, формально частный заказчик и формально частный подрядчик, и должны были создать судно для одной конкретной задачи. Только официально задача звучала совсем по-другому. Официально в открытых пресс-релизах, в материалах для прессы, в каких-то выступлениях на инженерных конференциях того времени эта задача формулировалась примерно так. Господин Хьюз, как известно, человек, интересующийся технологическими горизонтами. Он усмотрел будущее в новом виде добычи полезных ископаемых со дна Тихого океана. На больших глубинах, где, как давно знают ученые, лежат особые комки. Эти комки – марганцевые конкреции. Природные округлые образования размером от грецкого ореха до большого арбуза, в которых содержится не только марганец, но и кобальт, никель, медь, железо, по сути, целый набор металлов будущей промышленности. Их там на дне лежат миллионы и миллионы тонн, и эксцентричный миллиардер решил вложить сотни миллионов долларов в строительство уникального судна, которое будет первым в мире промышленным образцом для подъема этих конкреций с глубины в несколько километров. Меня в этом моменте всегда подкупает одна деталь. Это не было полной фантастикой. Марганцевые конкреции на дне действительно есть. Ученые их обсуждали уже с 60-х. То есть легенда не была из пальца высосана. Она аккуратно ложилась на уже существующий научный разговор. Просто Хьюз в этой картине оказывался первым, кто решился вложить в этот разговор настоящие деньги. И, по слухам, рассчитывал по этой новой индустрии стать монополистом. И вот что меня в этой истории до сих пор немного пугает. Прикрытие сработало настолько хорошо, что породило само себя. Несколько других компаний, увидев, что Хьюз так серьезно вкладывается, тоже зашевелились. Появились международные консорциумы, появились исследовательские программы, начались юридические разговоры о том, кому принадлежат полезные ископаемые в нейтральных водах открытого океана. То есть на абсолютно вымышленном бизнес-плане, придуманном в кабинете ЦРУ, на десятилетие выросла целая ниша глубоководной добычи. Реальные деньги, реальные исследования, реальное международное право. Иногда мне кажется, что это и есть главный сюрприз всей этой истории. Не сама операция, а то, что мир, который ее обманули, потом еще несколько лет жил по ее сюжету. Если вам в этот момент уже хочется узнать, чем все это закончилось, поставьте лайк, мне это очень помогает по алгоритму. И подпишитесь, чтобы не пропустить остальную часть. У нас тут спокойный разбор по документам, без сенсаций, ради сенсаций. Само судно построили на верфях в Пенсильвании, в Честере, на территории компании Sun Shipbuilding. Спустили на воду в начале ноября 1972 года. Дали ему название Hughes Glomar Explorer. Если коротко, это был один из самых необычных гражданских кораблей того времени и до сих пор по своему силуэту легко узнается на фотографиях. Длина около 190 метров, водоизмещение, как уже звучало, около 70 тысяч тонн. Для сравнения, чтобы было от чего отталкиваться, это тяжелее, чем американский линкор времен Второй мировой войны. Главная техническая хитрость в днище.
Корабль был построен с огромным отверстием в корпусе, которое внутри команды называлось лунным бассейном. По-английски «moon pool». Это, если совсем по-простому, такой длинный прямоугольный колодец, который идет сквозь весь корпус, от верхней палубы до самого днища. Снаружи, когда корабль идет по морю, никакой воды в этом колодце не должно быть видно, потому что он защищен огромными воротами в самом низу. А внутри, в нерабочем положении, его можно было использовать как ангар или как гигантский технический отсек. В рабочем — открыть створки и через этот же колодец опускать оборудование в океан, прямо из-под корабля. Это была ключевая инженерная идея. Никто на палубе ничего не делает. Все работы внутри, под прикрытием корпуса. С воздуха, со стороны, с борта проходящего судна не видно ничего. Внутри этого лунного бассейна должен был размещаться главный инструмент операции — огромный механический захват, который в проектной документации фигурировал под названием «Клементина». Тоже, кстати, любопытная деталь. У американцев, помимо официальных кодовых обозначений, многим частям проекта неофициально давали такие, домашние имена. Захват — Клементина. Корабль — Hughes Glomar Explorer. Сам проект — Азориан. Эта неформальная сетка имен, я думаю, тоже была частью маскировки. Когда инженеры в курилке говорят про Клементину, это звучит как кличка собаки, а не как военная операция. В апреле 1973-го судно прошло ходовые испытания. Потом был долгий переход вокруг мыса Горн, через Атлантику и тропики, в Тихий океан. И 30 сентября 1973 года Hughes Glomar Explorer пришел в Лонг-Бич на Тихоокеанское побережье США. Поставили его, что характерно, на пирс прямо напротив Спрус-Гуса. Это огромный летающий деревянный гидросамолет, еще один эксцентричный проект Хьюза военных лет, который к тому моменту уже стоял у причала как фактический памятник самому себе. Получалась идеальная картинка для прессы. Очередное гигантское чудо технического гения мистера Хьюза рядом с прошлым его гигантским чудом. Туристам показывали, журналисты снимали. Все, как ему и положено. И пока в Лонг-Биче пили кофе у причала и обсуждали будущее марганцевой добычи, где-то на 5000 метров под Тихоокеанской водой на боку продолжала лежать настоящая цель этой постановки. К лету 1974-го Hughes Glomar Explorer должен был выйти в точку, к тем самым координатам, которые Крейвен дал в 1968-м и которые Халлибуд подтвердил снимками. Подойти, развернуться, открыть лунный бассейн и начать опускать Клементину. Только в районе уже находились советские корабли и вели наблюдение. Эти корабли, по всем доступным данным, были два. Сначала появился советский разведывательный корабль, специальный, относящийся к разряду тех, что в нашем флоте назывались кораблями измерительного комплекса. Потом подошел буксир. Оба, что любопытно, держались не агрессивно, не стояли носом к носу, не требовали в эфире объяснений, они просто находились рядом, на расстоянии нескольких сотен метров, и наблюдали. Это, кстати, отдельный сюжет, который меня в этой истории всегда удивляет. Советская разведка по линии флота к 1974 году была одной из самых сильных в мире. Любое крупное движение чужих военных или околовоенных судов в открытом океане отслеживалось. Когда Hughes Glomar Explorer подошел к точке в северной части Тихого, советские военные про это знали почти сразу. Знали, кто построил, знали, что Hughes, знали, что официально это промарганец. И, как мы сейчас понимаем по рассекреченным американским документам, относились к этой версии скептически. Но окончательно подозрений у них все-таки не сложилось. То есть советские наблюдатели на палубе своих кораблей в нескольких сотнях метров от чужого судна знали примерно следующее. Огромный корабль непонятной конструкции с гигантским отверстием в днище и краном-вышкой по центру опустил под себя в океан какую-то технику и стоит там сутками. Команда занята непрерывной работой. Из-за корпуса ничего не видно. С палубы ничего не вынимают и ничего не показывают. Странно, конечно. Но юридически нейтральные воды, частный американский подряд, бизнес есть бизнес. Связаться с Москвой за дополнительными указаниями можно, и они связывались. Но никаких конкретных оснований запрещать или мешать у них не было. Они просто смотрели. Сама операция, по рассекреченным потом отчетам, началась в первых числах июля 1974-го. Само судно вышло из Лонг-Бича 20 июня, шло к точке несколько дней и приступило к работе примерно к началу месяца. С этого момента счет времени там шел не на часы, а на этапы. Этап подъема, этап опускания, этап удержания,
этап стыковки. Главная техническая идея была простой и при этом чудовищно требовательной к точности. На самом корабле внутри лунного бассейна наверху стояла платформа. На этой платформе секция за секцией собиралась длинная стальная труба. Каждая секция около 20 метров в длину, очень толстостенная, очень тяжелая. Их подавали со склада, прикручивали к предыдущей, закрепляли, опускали через лунный бассейн вниз в воду на следующие 20 метров глубины и брались за следующую. И так час за часом, сутки за сутками. 274 секции этой трубы должны были выстроиться вертикально от корабля до дна, на 5 километров, на 5 с лишним. На самом нижнем конце этой трубы и висела Клементина, захват. По форме напоминающий, гигантскую механическую клешню с большими стальными пальцами, которые при необходимости могли сомкнуться вокруг корпуса лодки. Размером с небольшое здание, весом в несколько сот тонн. Спускалась она в полной темноте, в полном холоде, на нерасчетные для тогдашней техники глубины. И при этом ее нужно было довести до конкретной точки на дне с точностью до считанных метров. То, что эта точка под дрейфующим в океане кораблем вообще удерживалась, само по себе отдельное инженерное чудо. У Hughes Glomar Explorer была система динамического позиционирования, то есть набор подруливающих устройств, которые автоматически компенсировали снос ветром и волной. Корабль все время стоял ровно над точкой, как будто его кто-то держал невидимой нитью. Если бы он сдвинулся слишком сильно, опущенная на 5 километров труба перекосилась бы и могла попросту переломиться под собственным весом. Несколько раз во время операции это становилось реальным риском. Меня в этой части истории, помимо самой техники, зацепил один эпизод, очень бытовой, как ни странно. На палубе Hughes Glomar Explorer имелась вертолетная площадка, и к этому моменту операции стало понятно, что советские наблюдатели начинают активничать. С одного из их кораблей все чаще поднимался вертолет и подходил довольно близко. По воспоминаниям участников из американской команды, всерьез опасались, что советский вертолет может попытаться сесть к ним на палубу. Просто по факту. Оказался рядом, разворачивается, аккуратно прицеливается, садится, и вот тебе делегация на борту в самый разгар работы. И они придумали простую вещь. Загромоздили вертолетную площадку всем, что было под рукой. Ящики, тара, какие-то контейнеры, оборудование. Сесть туда стало физически невозможно. Просто поставить негде. Это было настолько в духе бытовой смекалки, что меня, честно говоря, эта деталь до сих пор греет. Огромная стратегическая операция мирового масштаба. И в самом ее сердце экипаж сооружает заслон из ящиков, чтобы непрошенные гости не сели на голову. К началу августа труба была собрана. Клементина дошла до дна. По всем имеющимся отчетам, ей удалось зацепиться за корпус К-129. И начался самый медленный и самый страшный этап всей операции – подъем. Поднимать надо было аккуратно. Корпус лодки за 6 лет на дне был ослаблен, металл частично проржавел, какие-то швы могли быть нарушены. При резком движении он мог развалиться прямо в захвате. Поэтому скорость подъема была минимальной, считаемой в метрах в час. И все это время трос с захватом нес на себе вес в несколько тысяч тонн. Собственный вес стальной трубы, вес лодки, вес самой Клементины. Расчеты были на пределе. По воспоминаниям участников, которые потом всплыли в рассекреченных материалах, все это сооружение работало на грани заявленных проектных характеристик. Просто потому, что точно посчитать заранее, какие нагрузки придется выдерживать, никто не мог. Лодка же на дне была не идеально симметричная, не идеально равномерно нагруженная, и каждое колебание давало разный момент. И на каком-то этапе подъема, по разным источникам где-то на середине пути обратно к поверхности, произошло то, что и должно было произойти. Захват не выдержал. Часть его пальцев, по одной из версий, сломались. По другой версии нагрузка превысила расчетную, и держащие лодку элементы попросту лопнули. Корпус лодки начал распадаться прямо в захвате. Очень большая часть того, что Клементина зацепила со дна, ушла обратно, прямо вниз. С половины пути, по разным оценкам, обратно на 5 километров. По наиболее распространенной в открытых источниках версии обломилась от 2/3 до большей части поднятой массы. И эта масса, то, что американцы планировали достать как главный приз, в том числе кормовую часть с ракетными шахтами и баллистическими ракетами Р-21, снова легла на дно. Тут источники, надо честно сказать, расходятся.
Часть авторов утверждают, что обломилась именно кормовая часть с ракетами, и поэтому самая ценная для разведки добыча ушла. Другие пишут, что развалилась средняя секция, и реальная картинка была сложнее. Часть документов на этот счет до сих пор закрыта, поэтому я говорю в общем. Потеряли большую часть, а что именно и в какой пропорции, это до сих пор предмет уточнения. В захвате осталась носовая часть, около трети от того, что подняли. Эту носовую часть медленно довели до поверхности, аккуратно завели через лунный бассейн внутрь корпуса Hughes Glomar Explorer. Закрыли створки, и только после этого, в темноте и тесноте внутреннего отсека, экипаж и специалисты, ожидавшие этого момента 6 лет, впервые увидели то, ради чего все это затевалось. Что именно они там увидели, я расскажу в следующей главе. Это отдельный сюжет, и в нем есть моменты, к которым лично я подходил очень осторожно, потому что они касаются не разведки и не техники, а конкретных людей. Но если коротко описать сцену в Тихом океане в начале августа 1974-го, она была странная. Огромное судно посреди океана, в 1500 миль от ближайшего берега. На борту секретная операция, которой 6 лет шла одна из крупнейших разведок мира. Внутри лунного бассейна носовая часть советской подводной лодки, поднятая с 5 километров глубины. Снаружи, в нескольких сотнях метров, советский корабль и буксир, наблюдающие за непонятной марганцевой добычей. А под килем, на дне, в темноте, то, что от лодки осталось. Кормовая часть, ракеты. Большая часть погибших. Все это снова легло туда же, откуда его пытались поднять. Только теперь окончательно. И именно эта картина, успех и провал, прижатые друг к другу в одной точке, мне кажется главным образом всей операции «Азариан». Они подняли, они потеряли. И они даже сами не успели до конца разобраться, что из этого им важнее. Внутри носовой части, потому что сейчас известно из рассекреченных документов и из интервью участников, было не совсем то, на что рассчитывали. Точнее так, что-то из ожидаемого там было, чего-то, и по всей видимости как раз самого ценного, не было. Я должен сразу оговориться, это та глава, где материал самый зыбкий, потому что итоговый отчет о добытом, конкретный список того, что американская разведка получила в свои руки в августе 1974-го, до сих пор не рассекречен полностью. То, что попало в открытые источники, это или утечки, или поздние мемуары участников, или интервью бывших сотрудников. И часть из этого подается именно как версия, не как зафиксированный факт. Что подается как достаточно подтвержденное. В поднятой носовой части были обнаружены, по разным источникам, 2 торпеды с ядерными головными частями, то есть, собственно, ядерное оружие. Их аккуратно извлекли, обезопасили и, насколько можно судить по открытой части доклада, изучали потом отдельно. По понятным причинам это была одна из самых интересных для разведки находок. Понимание устройства советской ядерной торпеды того поколения, состава материалов, конструкции боевой части – это очень дорогая информация. Получить ее другим путем было нельзя. Что касается шифровального оборудования, кодовых книг, ключей, тут уверенности гораздо меньше. По одной из распространенных версий, какие-то материалы шифровального характера тоже были подняты, и часть из них была пригодна для анализа. По другой версии, как раз шифровальная рубка находилась в той секции лодки, которая обломилась и ушла на дно, то есть главного приза не получили. Прямого ответа в открытых документах на этот счет нет. И поэтому, когда читаешь у разных авторов оценки операции, они колеблются. Одни пишут «это была разведывательная победа исторического масштаба». Другие «это была дорогостоящая неудача, потому что обломилось как раз самое нужное». Истина, как часто в таких историях, видимо, где-то между. Что-то получили, чего-то нет. Что именно и сколько – вопрос на следующие, может, 20-30 лет, пока не рассекретят остальное. Но меня в этой главе на самом деле гораздо больше всегда занимало не это. Ни торпеды, ни шифры, ни оценки разведывательной добычи, а совсем другая часть содержимого. Среди того, что поднялось на поверхность носовой части К-129 в августе 1974 года, были останки 6 членов экипажа. 6 человек из 98. 6 наших моряков, 6 лет пролежавших на 5 километрах глубины, оказались внутри корпуса, который теперь был внутри другого корпуса, в Тихом океане, в 1500 миль от ближайшего берега. На борту чужого судна.
под наблюдением чужой команды. И сейчас я очень осторожно буду рассказывать дальше. Не из стилистики, а потому что эта тема требует осторожности. Никаких подробных описаний я делать не буду, только то, что необходимо для понимания истории. И только так, как об этом писали сами участники, ну и сами родственники, когда им через много лет это все-таки сообщили. Когда американская команда осознала, что среди того, что они подняли, есть останки экипажа, они оказались в ситуации, которой инженерно их никто не готовил. Юридически нейтральные воды, лодка военного противника, чужие военнослужащие, чужая страна, в которую никто и ничего сообщать не собирается. С точки зрения операции, по-хорошему, можно было поступить как угодно. С точки зрения человека – нет. И вот тут, надо отдать должное, в открытых документах ЦРУ зафиксировано решение, которое им чести, в общем-то, делает. 6 погибших советских моряков было решено похоронить в море, по воинскому обряду. С соблюдением, насколько это вообще можно было сделать в тех условиях, советских военно-морских традиций, с советским военно-морским флагом, с короткой речью, с молитвой на русском языке. Церемония, по имеющимся данным, проходила на одной из палуб Hughes Glomar Explorer в Тихом океане. Тела, накрытые флагом, опустили в воду, звучали имена. Не все, потому что часть погибших удалось опознать, часть нет. И это тоже одно из тех мест, где сейчас, по этическим соображениям, я не буду уточнять, кого опознали, а кого нет. Скажу только, что среди прозвучавших там имен были имена молодых ребят. По воспоминаниям тех, кто видел документы или записи, одному из этих 6 было около 20 лет. Матрос. Срочная служба. Из тех, кто в 18 пришел на флот и за следующие 2 года жизни уже стал частью большого военно-морского сюжета, о существовании которого его собственная семья не знала ничего. Всю эту церемонию американцы сняли на пленку. Не для прессы, не для прокатов, для архива. И положили в свой собственный архив на 20 лет. Я когда первый раз про это прочитал, мне пришлось на минуту прерваться, просто потому что у меня в голове не складывалось. 6 наших моряков похоронили в океане. С нашим флагом, с нашей молитвой, под нашими именами. И запись этого захоронения 20 лет лежала на полке в стране, с которой у нашей все это время шла холодная война. Их семьи в это время продолжали жить с формулировкой «пропал без вести», с чужим обрядом, с незнанием и с открытой раной, которая ничем не закрывалась. Эту пленку рассекретили и передали уже после того, как Советского Союза не стало, по разным источникам в 1992 году, на встрече тогдашнего директора ЦРУ с тогдашним руководством России. Передали не как извинение, не как какой-то акт примирения, а как просто пленку, которая, по их собственным словам, наверное, должна была попасть к тем, к кому имела отношение. И спустя 24 года после марта 68-го семьи 6 из 98 погибших узнали то, чего о них не знала и их собственная страна. Что в августе 74-го в нейтральных водах Тихого океана чужие руки очень аккуратно, при чужой команде, под чужой палубой, опустили в воду 6 наших ребят, накрытых флагом, который этим рукам не принадлежал. Если этот канал хоть немного помогает удерживать память о таких эпизодах, поставьте лайк прямо сейчас и подпишитесь, чтобы такие истории не растворялись в общем потоке. Не ради меня, ради того, чтобы имена тех 6 и тех остальных 92 и сотен других подводников, чьи фамилии до сих пор у нас почти нигде не звучат, не уходили в тишину окончательно. Я долго думал, как назвать то, что произошло там, в августе 74-го. Потому что одновременно это и человеческий жест, и продолжение операции. С одной стороны, морякам отдали воинские почести. С другой стороны, никто из этих почестей не отменил того, что их лодку до этого подняли тайно и копались в ее носовой части без согласия их государства. Это очень неудобная ситуация для любых простых оценок, и я бы не хотел давать их сейчас вместо вас. Скажу только, что меня в этой части истории до сих пор удерживает один очень простой факт. Те, кто сидел тогда в Кремле, ничего об этом не знали. Те, кто сидел в Лэнгли, все знали. И те, кто терял своих сыновей и мужей в марте 68-го, не знали ровно ничего и не знали потом еще почти четверть века. К концу августа 74-го Hughes Glomar Explorer свернул работы и пошел обратно в Лонг-Бич. Внутри судна был оставшийся материал поднятой части лодки. 6 тел в океане. И 274 секции стальной трубы, постепенно разбираемые на ходу. Операция, на которую страна потратила годы подготовки и сотни миллионов долларов, формально завершилась. С частичным успехом и частичной неудачей.
И большая часть исполнителей считала, что главное теперь — это просто привезти судно домой, все убрать и никогда никому об этом не рассказать. Им оставалось, по большому счету, продержать тайну еще несколько месяцев, поработать со взятым материалом, спланировать вторую такую же операцию, потому что план был вернуться и поднять остальное. И на этом, в идеале, закрыть весь вопрос навсегда. Они не продержали. Тайна, которую 6 лет строили инженеры, удерживали разведчики и охраняли политики, развалилась не на 5 километрах глубины и не в океане. Она развалилась в редакции одной американской газеты. И вот это, может быть, в этой истории и есть самая необычная ее часть. Самое странное, наверное, что эта утечка началась даже не с журналиста. Она началась с обычной кражи со взломом. В июне 1974 года, прямо в разгар подготовки к самой операции, в Лос-Анджелесе обчистили офис компании Summa Corporation, той самой холдинговой структуры Говарда Хьюза, через которую формально работало все, связанное с Hughes Glomar Explorer. Дело было ночное, по описанию обычное взломщицкое. 4 человека, угроза охраннику, вынесли несколько сейфов и стопок документов. Чисто криминальная история. Ни ЦРУ, ни флот, ни вообще какая-либо разведка к этому ограблению, насколько можно судить по открытым данным, отношения не имели. Взяли, в общем-то, все подряд, потому что компания у Хьюза была большая, и в сейфах хранилось много чего интересного. А потом, через несколько недель, к Summa Corporation пришли требования о выкупе. И очень похоже, что среди украденных бумаг оказались документы, в которых фигурировал странный проект. Огромное судно, миллиардные расходы, какой-то подъем, какой-то Global Marine. И при этом ничего внятного про марганцевую добычу. Кто конкретно из взломщиков начал замечать, что в их улове лежит что-то очень крупное, мы не знаем. Часть истории про это ограбление до сих пор не до конца восстановлена. Тут вот в чем ирония. Сама операция в этот момент еще толком не началась. То есть само ограбление, ставшее по сути спусковым крючком всей последующей утечки, произошло за несколько недель до того, как Hughes Glomar Explorer вообще вышел из Лонг-Бича в Тихий океан. Пока судно идет в район подъема, советские корабли уже подходят. Клементина уже опускается на глубину. Где-то в Лос-Анджелесе уже лежат в чужих руках бумаги, которые в принципе могут эту операцию выдать на самом некрасивом этапе. И ЦРУ об этом знает. И сделать с этим в моменте, по сути, ничего не может. К концу 74-го, после возвращения судна, эта история начинает потихоньку просачиваться. Сначала очень осторожно, в разговорах между журналистами в Лос-Анджелесе. Кто-то слышал, что у Хьюза взломали офис. Кто-то слышал, что взяли странные бумаги. Кто-то слышал, что в этих бумагах есть упоминание какого-то секретного проекта по поднятию советской подлодки. На уровне профессиональных слухов в журналистской среде это уже за месяцы до публикации крутилось. И руководство ЦРУ это, по всей видимости, прекрасно понимало. 7 февраля 1975-го Лос-Анджелес Таймс дает первую короткую заметку. Очень небольшую, без деталей, без точных цифр, без подтвержденных имен. Что-то вроде «Ходят слухи, что в США занимались чем-то очень странным с советской подводной лодкой». Это уровень утечки, на который еще можно было бы заткнуть, развести руками, сказать «слухи — это слухи». И поначалу казалось, что так оно и пройдет. Но к этому моменту в Вашингтоне работал еще один журналист, у которого вся эта история уже лежала почти готовая. И вот тут начинается, наверное, самая интересная для меня часть. Звали его Сеймур Херш. Знаковая фигура для 70-х, классический американский расследовательский журналист, Нью-Йорк Таймс. Он узнал про Hughes Glomar Explorer и про связь с поднятой советской подлодкой, внимание, еще в 1973 году. Ровно тогда, когда судно только пришло в Лонг-Бич. До самой операции, до подъема, до всего. И уже тогда мог опубликовать. Уже тогда у него хватало материала, чтобы взорвать историю. Что произошло? Тогдашний директор ЦРУ Вильям Колби лично встретился с ним. И по разным источникам разговор у них был довольно простой. Колби сказал примерно следующее. Если вы это сейчас опубликуете, операция, которую мы 6 лет готовим, не состоится. Шансов и так 10%. С вашим заголовком на первой полосе их станет 0. И в нынешней дипломатической ситуации, при текущей разрядке, при текущих переговорах с Москвой, последствия публикации могут оказаться гораздо тяжелее, чем сама польза от того, что читатель про это узнает на год раньше. Херш, по его собственным позднейшим словам, согласился придержать. Не потому, что испугался государства, а потому, что в этой конкретной ситуации, с его точки зрения, аргументы Колби были разумными.
Это, кстати, отдельный сюжет про американскую журналистику той эпохи. Как там вообще решались вопросы взаимодействия большой прессы с разведкой. Не как сейчас. И вот к началу 75-го Херш еще держит. Нью-Йорк Таймс еще держит. А в это время в эфир выходит другой человек – колумнист Джек Андерсон. По характеру очень другой, чем Херш. Не классический большой газетчик, а ведущий своей колонки и радиопрограммы. 18 марта в эфире он рассказывает в общих чертах историю про Hughes Glomar Explorer и поднятие советской подводной лодки. Без всех деталей, но с главной сутью. И вот это уже выход. Если в эфире у Андерсона прозвучало, то «Нью-Йорк Таймс» с придерживаемой статьей больше держать не имеет смысла. 19 марта на первой полосе «Нью-Йорк Таймс» выходит большой материал Херша с подробностями, с цифрами, с названиями. Дальше история перешагнула в радио, телевидение, парламентские слушания. К концу марта 75-го о Hughes Glomar Explorer знал, по сути, весь читающий мир. У этой утечки был один очень неудачный фон. 75-й год в США позже назовут годом разведки. Параллельно с публикациями про Азариан работали сразу 3 большие комиссии, которые потрошили ЦРУ по самым разным линиям. Комиссия Чорча в Сенате, комиссия Пайка в Палате представителей, комиссия Рокфеллера от Белого дома. Тема программы по контролю над сознанием МК-Ультра, попытки покушений на иностранных лидеров, в том числе на Фиделя Кастро, слежка за собственными гражданами внутри США. То есть к моменту, когда вышла история про подъем советской подлодки, ЦРУ уже было в очень плохом публичном положении. И на эту ослабленную фигуру добавили еще один большой удар. Меня, если честно, в этой части истории до сих пор удивляет один момент. У них же был план «Матадор», вторая операция. Подразумевалось, что Hughes Glomar Explorer вернется к точке через год-полтора и попытается поднять то, что обломилось и легло на дно. Кормовую часть, ракеты. Все то, ради чего, по сути, и затевался Азариан. Этот план готовился, по нему велась работа. И его, после публикации марта 75-го, в Белом доме просто отменили. Слишком много шума, слишком невозможно. И, насколько можно судить по рассекреченным документам, отмена прошла вполне сухо. Не переносим, а закрываем. То, что лежит на 5 километрах глубины в северной части Тихого океана, и сейчас в наше время, по большей части, по всей видимости, лежит там же, а у самого ЦРУ в этот момент возникла отдельная и совсем небольшая, на первый взгляд, проблема. Журналисты теперь не отступятся. По закону о свободе информации в Америке любой гражданин, любая газета, любой исследователь имеет право подать запрос и потребовать документы. И поток таких запросов на тему Hughes Glomar Explorer пошел волной, и на каждый из них надо было что-то отвечать. Каждый предыдущий вариант ответа их не устраивал. Сказать «да, существует» не дадим – это уже признание операции. Сказать «нет такого» – это прямое вранье, которое в суде потом разобьет любой юрист. Им нужна была какая-то третья формула, такая, чтобы и не подтвердить, и не опровергнуть. И они ее придумали. Очень коротенькую, на 1,5 строчки. И вот этой формулировки, придуманной в 1975 году для одной конкретной советской подлодки, в американской юриспруденции и в международной практике предстояло прожить уже почти 50 лет. И жить, по всей видимости, еще долго. Звучала эта формула в ее хрестоматийном виде примерно так. Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть наличие у нас документов по запрошенной вами теме. 1,5 строчки. Никакого «да», никакого «нет», никаких объяснений. На вопрос журналистки, существуют ли документы про Hughes Glomar Explorer, ЦРУ официально ответила, что не может сказать, есть у них такие документы или нет. С точки зрения здравого смысла это, конечно, звучит как-то странновато. Документы у вас или есть, или их у вас нет. Это, бинарное состояние. Если их нет, скажите «нет». Если они есть, скажите «не дадим», секретно. Что значит «не можем сказать, есть ли»? А вот логика, которую за этой формулой выстроили юристы, оказалась хитрая и, по-своему, очень изящная. Они рассуждали так. Сам факт того, есть у нас документы по теме или нет, уже сам по себе является разведывательной информацией. Если мы скажем, у нас есть документы про Glomar Explorer, это уже подтверждение, что мы вообще признаем существование такого проекта. Если скажем, у нас нет документов, это сообщение, что мы либо не знали, либо успели уничтожить. И то, и другое – повод для дальнейших выводов противника. Поэтому единственный безопасный ответ – отказаться отвечать на сам вопрос о наличии документов.
То есть закрыть не содержимое сейфа, а сам факт существования сейфа. Журналистку, которая первой получила такой ответ, звали Харриет Филиппи. Она работала в одном из изданий, которые пытались разобраться, что именно происходило с американской прессой в связи с историей вокруг Hughes Glomar Explorer. Ее, в общем-то, интересовал не сам проект как разведывательная операция. Она шла с другого конца. Ее интересовало, как и почему американские большие газеты несколько лет придерживали историю по просьбе ЦРУ. То есть это был вопрос про свободу прессы. Она подала запрос по федеральному закону о свободе информации. Фактически запросила переписку ЦРУ с журналистами по этой теме. И в ответ получила тот самый отказ. Без подтверждения, без опровержения, без объяснений. Она пошла в суд. Дело тянулось долго. И в итоге сама эта формула «не подтвердить, не опровергнуть» получила в американском правосудии собственное название. Стала называться «Глоуморовским ответом» по названию того самого корабля. Hughes Glomar Explorer дал имя не только подъему подводной лодки, он дал имя целому юридическому приему. И вот это, мне кажется, самая необычная часть всей истории про Азориан, потому что один маленький частный ответ, придуманный в 1975 году для одной конкретной советской подлодки, потом постепенно расползся по всему американскому государству. Сначала его взяли на вооружение остальные разведывательные ведомства, потом другие министерства, потом президентская администрация. К 20-м годам нынешнего века этот ответ давали уже по самым разным темам. От программ слежки до тайных тюрем, до запросов о беспилотниках, до запросов о слежке за журналистами. Везде, где нужно отбиться от настойчивого вопроса, не сказав ни да, ни нет, в ход идут те же 1,5 строчки. И к этой формуле сейчас, кстати, привыкло уже и международное сообщество. У нас ее юристы и журналисты тоже часто узнают и часто на нее ссылаются. То есть, грубо говоря, у одной подводной лодки оказался нелинейный, очень дальнобойный побочный эффект. Не разведданные, не торпеды, а способ официально ничего не отвечать. Если вам нравится, что в этом канале такие вещи разбираются спокойно, по фактам, без сенсаций, поставьте лайк и подпишитесь. Мне правда интересно понять, заходит ли вам подобный угол, где главная фигура истории не корабль и не разведка, а юридическая формулировка, родившаяся из одной советской субмарины. Теперь к вопросу, который меня, как зрителя такого рода истории, всегда волнует больше всего. А оно вообще стоило того? Тут мне приходится сразу сказать. На этот вопрос в открытой части документов прямого окончательного ответа нет. Часть итоговых оценок до сих пор закрыта. То, что доступно сейчас, это в основном бюджетные цифры и косвенные мнения участников. По бюджетной части картина такая. Конгресс США через профильные комитеты в течение нескольких лет формально утвердил на проект порядка $260 миллионов того времени. Это та цифра, которая фигурирует в законодательных архивах. Полная же стоимость операции со всеми смежными расходами по разным оценкам оценивается значительно выше. Где-то до $800 миллионов в 70-х годов. Если перевести в нынешние, это, грубо говоря, около 4 миллиардов. По меркам разведывательных программ той эпохи много даже по самым высоким меркам. И все это давайте посмотрим за что. За поднятую часть корпуса. Часть, не целиком. С обломившейся при подъеме главной добычей. Без шифровальной рубки. Без, как сейчас принято говорить, основной разведывательной выгоды. Что-то с торпедами – да. Что-то с конструкцией лодки – да. С шифрами, по самой осторожной из открытых версий, то, что удалось достать, было либо повреждено, либо неполно. По самой пессимистичной, главного приза вообще не получили. Это то, что в открытой части документов. В закрытой части, возможно, все иначе. Может быть, разведывательное управление до сих пор считает Азориан одной из своих знаковых побед. Может быть, наоборот, считает ее самой дорогой ошибкой эпохи. Об этом мы узнаем тогда, когда дойдет до полной рассекречки. Если дойдет. Меня в этой ситуации удивляет, если честно, одна простая вещь. На операцию, которая по их собственной оценке имела 1 шанс из 10, потратили деньги, сопоставимые с программой высадки на Луну. И в итоге получили частичный результат, насчет ценности которого до сих пор свои же эксперты. Со стороны это похоже не на холодный расчет, это похоже на одержимость. Как если бы целая страна 6 лет не могла остановиться, потому что слишком много вложила, чтобы признать остановку. И на фоне всего этого подъема, утечки, формулы, миллиардов, комиссий,
Есть один очень тихий факт, о котором в этих разборах почему-то почти всегда забывают. Пока американцы 6 лет готовили подъем советской подлодки, тратили миллиарды и придумывали юридические формулы, 3 другие подводные лодки, исчезнувшие в том же 1968 году, продолжали лежать на дне. Никем не поднятые, никем не найденные. Никем, в общем-то, и не искомые с такой интенсивностью. И это уже совсем другая история. Про другие страны, про другие семьи и про десятилетия, которые в этих историях измеряются не годами, а целыми поколениями. Эти 3 подлодки исчезли практически одна за другой в первой половине 1968 года. И судьбы у их экипажей и их семей дальше получились такие разные, что если бы кто-то описал это в романе, ему бы сказали: «Выдумываете, так не бывает». Начнем с израильской. Подводная лодка называлась «Дакар». Это была старая британская подводная лодка времен еще Второй мировой войны, спущенная на воду в 1943 году. Сначала ходила под британским флагом под именем «Тотем». После войны была разоружена, потом в 60-х передана Израилю, в новой стране ее отремонтировали, переоборудовали под текущие задачи и в конце 67-го формально включили в состав израильского флота. К началу 68-го она шла из Великобритании после переоборудования и приемки на свою новую базу в Хайфе через Средиземное море с экипажем в 69 человек. 25 января 1968 года последний раз вышла на связь. Где-то в районе между Кипром и Критом. И больше не выходила. Поиски велись очень масштабные. Это была первая подлодка израильских ВМС. Символическое значение огромное. Общественное внимание массовое. Подключились и другие флоты, помогали по линии союзников. Ничего не нашли. Ни в 68-м, ни в 60-х вообще, ни в 70-е, ни в 80-е. Лодка «Дакар» оставалась пропавшей без вести 31 год. Нашли ее в 99-м. Тогда уже подключилась американская частная компания глубоководных исследований. Использовали новую технику, прочесали район и обнаружили лодку на глубине почти 3 километров. Между Кипром и Критом, как и предполагали, но в стороне от того участка, который интенсивно прочесывали 30 лет. Лодка лежала на дне, расколотой на куски. Причину гибели по результатам исследования официально так и не назвали. Версии есть, версии разные. Ни одна не получила статус окончательной. Я долго думал, какую человеческую деталь к этой истории добавить, чтобы не превращать все это в реестр имен и дат. И самое сильное, что я нашел в открытых источниках, было такое. В израильском обществе тех лет, после того, как Дакар пропала, родители погибших образовали свою ассоциацию. Они хотели одного – узнать, что произошло. И ждали этого ответа 31 год. Когда лодку нашли, в живых оставались уже немногие из них. Это не было победой. Это было запоздалым опознанием. Французская история другая по тону. И при этом по нерву, пожалуй, еще тяжелее. Подлодка называлась «Минерв». Дизельная, типа «Дафни». Относительно новая, считалась надежной. 27 января 1968 года, на 2 дня раньше Дакара, вышла в обычное учение из порта Тулон на южном побережье Франции. Учение – не боевая служба, не какой-то опасный поход. Внутреннее Средиземноморское море, в нескольких десятках миль от родного берега. Командование, авиация сопровождения – все штатно. Шторм, ухудшение связи, потом тишина. 52 человека на борту, и больше ничего. Французы, как и потом израильтяне, искали. И долго. И не нашли. Не нашли в 68-м, не нашли в 70-х, когда техника была уже получше. Не нашли в 80-х, 90-х, нулевых. Каждый раз в очередную годовщину к точке последнего сеанса связи приходил французский военный корабль. Родственники, ветераны и поминали. Без могилы, без обломков, без точки на карте. Просто над предполагаемым районом. Так продолжалось 51 год. К моменту, когда история наконец сдвинулась, многих из тех, кто впервые подал заявку на поиски в 60-е, уже не было в живых. На смену пришли их дети, иногда внуки. Это к вопросу о том, как такие истории меряются. В 2000-х годах активизировалось то, что я бы назвал новой эпохой подводного поиска, не государственной, частной. С появлением мощных автономных подводных аппаратов, новых сонаров, обработки данных через машинное обучение, частные компании стали уметь делать то, что раньше могли только военные. Одна такая компания называется Ocean Infinity.
Они работают на специально построенном судне под названием Seabed Constructor. На борту целая стая автономных аппаратов, которые одновременно сканируют дно по нескольким полосам. Заход в район, несколько дней работы, и район пройден. В 2018 году Ocean Infinity нашли аргентинскую подлодку «Сан-Хуан», пропавшую годом раньше в Южной Атлантике. Когда тогдашний министр обороны Франции в 18-19 году объявила, что Франция начинает новую попытку найти Минерв, к этой попытке предсказуемо подключили именно Ocean Infinity. Та же компания, то же судно. 21 июля 2019 года, после 4 дней работы аппаратов в районе южнее Тулона, на глубине около 2370 метров, они увидели на сонаре характерный силуэт. И через несколько часов поднялись фотографии. На одном из фрагментов был отчетливо виден кусок ограждения рубки, на котором еще читалось 3 первые буквы — МИН. Этого было достаточно. Через 2 месяца, в сентябре, в район пришел французский военный корабль. На борту родственники погибших экипажа, те, кто еще дожил. Тогдашний министр обороны, несколько адмиралов и провели короткую церемонию прямо над тем местом, где лежит Минерв. С молитвой, с цветами, с минутой молчания. Через 51 год после того, как 27 января 1968 года над этим же районом было только серое штормовое море. Это был, по словам присутствовавших, очень сдержанный, очень тихий день. Без речей пафосного характера, без надрыва. Просто люди, которые, наконец, смогли постоять не над пустой картой, а над конкретной точкой на этой карте. И знать, что под водой именно здесь то, что искали полвека. Причину гибели Минерв, кстати, в открытом виде официально так и не назвали. Версии есть. Аварийная ситуация во время учения, проблема с рулем, неполадка в системе вооружения, но ни одна не подтверждена окончательно. А американский «Скорпион» — это совсем отдельная история, и при этом любопытно противоположная остальным. Лодка-атомоход, типа «Skipjack», при возвращении из боевой службы из Средиземного моря в свою базу в Норфолке пропала в Атлантике 22 мая 1968 года. 99 человек экипажа. И вот тут внимание. В отличие от Франции, Израиля и СССР, американцы свою лодку нашли почти сразу. В том же 1968 году, в октябре, океанографическое судно «Мизар» сфотографировало обломки на дне Атлантики, юго-западнее Азорских островов, на глубине около 3 километров. Они нашли. Тот же самый Крейвен, по той же методологии, что и с Каста-29. Их собственная гидрофонная сеть, SOSUS, в момент гибели лодки записала характерный звук, и по его задержке на разных станциях точку рассчитали. И отправили туда поисковое судно. Так, в 1968-м за несколько месяцев американцы нашли 2 подводные лодки. Одну свою и одну чужую. Свою официально, чужую без огласки. Но и со «Скорпионом» при всей быстроте обнаружения у американских властей вышла странная история. Причину гибели публично, окончательно, на уровне закрывающего отчета так и не объявили. Поздние формулировки сводились к неконтролируемому затоплению, но что именно его вызвало – отдельный вопрос, на который комиссии давали разные ответы. Спустя полвека ассоциации ветеранов-подводников еще пытались добиться нового расследования. Отказали. Если коротко свести все это вместе, картина получается следующая. 4 подводные лодки, 4 разных флота, и все это уложилось в один единственный год. Одна, советская, тайно поднята через 6 лет чужой разведкой. Одна, американская, найдена через несколько месяцев, но причина ее гибели до сих пор не названа. Одна, израильская, найдена через 31 год. Одна, французская, через 51. И ни у себя дома, ни у соседей, ни в международных архивах ни одна не имеет официально и окончательно установленной причины гибели. И вот эта картина. 4 лодки, 1 год и ни одной названной причины – это уже не просто история про подъем чужой субмарины. Это становится отдельным вопросом. Может ли быть, что между этими исчезновениями была какая-то связь, о которой нам не рассказывают? Такая теория действительно существует, и если бы я о ней умолчал, было бы нечестно. Поэтому я ее здесь спокойно разберу. Но разберу именно как теорию, а не как факт. В американской и частично в русскоязычной литературе про подводные катастрофы 1968 года давно ходит сюжет, который примерно можно сформулировать так. Тихая подводная война. Холодная война под килем. Якобы в начале 1968-го американская подводная лодка Swordfish, атомная, типа Skipjack, близкая родственница Скорпиона,
Сблизилась с советской К-129, отслеживая ее на боевом дежурстве. И в какой-то момент произошло столкновение. Может быть, ненамеренное. Может быть, технический маневр пошел не так. Может быть, советская лодка резко изменила курс. Но в результате К-129 погибает. А через 2 месяца в Атлантике при возвращении из боевой службы погибает американский «Скорпион». И по этой версии погибает он не из-за внутренней неисправности и не из-за неполадки торпеды. Его, по версии теории, топит советская сторона. В отместку за К-129, по принципу «око за око». Без объявления, без огласки, в полной тишине. Этот сюжет в наиболее развернутом виде излагается в нескольких книгах. Самая известная из них — работа американского журналиста Эда Офли, вышедшая под названием, которое можно перевести примерно как «Скорпион пошел на дно». Офли работал военным репортером, был знаком с подводниками, общался с отставными офицерами. И на этой основе выстроил довольно стройное на бумаге повествование. С деталями, с диалогами, с восстановленной хронологией. Книга у него получилась очень читабельная и очень убедительная, если читать только ее. Тут мне нужно сразу разделить 3 вещи, потому что они в этой истории постоянно перемешиваются и подаются как одно и то же. Иначе у нас на руках останется не разбор, а пересказ страшилки. Первое — то, что подтверждено. Тут факт ровно один. У американской подводной лодки Swordfish, примерно в то время, когда погибла К-129, действительно были обнаружены повреждения. И она в мае 1968-го пришла на базу в Йокосуке, в Японию, с погнутой рубкой и какими-то еще неполадками. Это есть в открытых источниках. Это даже не предмет спора. Спор начинается с того, откуда у Swordfish эти повреждения. Сама американская сторона объяснила все столкновением со льдом во время патрулирования в северной части Тихого. Никаких официальных подтверждений столкновения с советской подводной лодкой нет. Никогда не было. Со стороны Москвы тоже. Обе стороны отрицают. Второе. То, что версия. Есть книги и есть отдельные офицеры, в том числе несколько отставных, которые, ссылаясь на свой опыт или на разговоры с участниками событий, считают, что повреждение Swordfish — это не лед, а столкновение. И в эту же версию встраивают потом гибель Скорпиона, как, цитирую близко по смыслу, молчаливый ответ. У этой версии есть свои сторонники, есть свои аргументы, есть отдельные публикации в военно-морских журналах. Но статус ее, я еще раз подчеркиваю, это версия частных людей и частных авторов. Не официальная позиция ни одного государства и ни одной независимой комиссии. И третье – спекуляция. Это уже не версия, это надстройка, когда поверх версии столкновения и потом ответ начинают надстраивать тайная подводная война, потери с обеих сторон были выше, чем мы думаем, американцы и русские топили друг друга в Атлантике и Средиземном море несколько лет подряд, правительства специально это скрывают и так далее. Это уже не работа с фактами, это литература. Очень увлекательная, очень атмосферная, очень убедительная для уха. Но прямой связи с документами она уже не имеет. Это просто сюжет, который очень хорошо рассказывается у костра. И вот теперь, когда мы это разделили, можно вернуться к интересному вопросу. Почему такая теория вообще возникла? Это самая, на мой взгляд, продуктивная часть разговора, гораздо более ценная, чем сам пересказ страшилки. Если вы досмотрели до этой главы и видите, что я пытаюсь не пугать, а отделять факт от выдумки, поставьте лайк и подпишитесь. Здесь я стараюсь делать ровно то, чего сам ищу как зритель. Спокойный разговор о вещах, где правда сложнее, чем заголовок. Теория эта родилась не в вакууме, у нее была очень благодатная почва. Сложите вместе следующие вещи. 4 подводные лодки исчезают в течение 5 месяцев. У 4 разных стран. Ни одна не выходит на связь перед гибелью. Ни одна не оставляет внятных свидетельств. Государства каждое по своей причине молчат. Советский Союз, потому что это секретная боевая служба с ядерным оружием на борту, плюс репутация флота. США, потому что у них своя серия вопросов, в том числе тот самый «Скорпион» и тот самый план поднять чужую субмарину со дна. Франция, потому что там и в 68-м, и потом не любили публично разбирать аварии в военных учениях. Израиль, потому что они только недавно лодку приняли в строй, и любая официальная версия била по обороноспособности. То есть все 4 правительства имели свои причины молчать. И они молчали. Где-то месяцами, где-то годами, где-то десятилетиями. В таком информационном вакууме теория заговора возникает почти автоматически.
Это не злой умысел отдельного автора. Это нормальная реакция человеческого ума, который видит совпадение, видит молчание и достраивает остальное сам. Особенно, когда вокруг холодная война, гонка вооружений, шпионские истории, обмены агентами на мостах в Берлине и общее ощущение, что под поверхностью мира все время что-то происходит, о чем нам не говорят. На такой почве сюжет «Тайная война под водой» растет почти сам собой. Что в этой ситуации, мне кажется, правильно делать? Не делать вид, что теории нет. Она есть, у нее миллионы читателей и зрителей. Но и не подавать ее как факт, потому что она фактом не является. Лучшее, что я могу сделать, и что вообще можно сделать как любителю-расследователю, это назвать каждый слой по имени. Вот это документировано, вот это версия, вот это спекуляция. Дальше сам решай. И вот тут возникает та самая, как мне кажется, по-настоящему интересная мысль. Главная загадка в истории 4 лодок 1968 года — это вообще не подводная война, и не инопланетяне, и не базы под Антарктидой, и не временные аномалии. Главная загадка состоит в том, что мы до сих пор, после 50 с лишним лет, не знаем точных причин ни по одной из 4. Часть документов закрыта, часть рассекречена с большими купюрами. Часть, по всей видимости, не существует в письменном виде. Ее, как часто бывало в разведках того времени, передавали устно и не фиксировали. И именно это, а не таинственные торпеды в темноте, делает эту историю по-настоящему открытой. Мы не знаем, что произошло с К-129. Есть версия про провал, версия про взрыв, версия про столкновение, и ни одна не закрыта окончательно. Мы не знаем причину гибели Скорпиона, официально она не названа. Мы не знаем, почему пошла на дно Минерв. 51 год исследований ответа не дали. Мы не знаем, что случилось с Дакаром. Лодку нашли, причина осталась версией. И вот это и есть самое неприятное, что обычно ускользает из конспирологических разговоров. Настоящая загадка не в том, что нам что-то злоумышленно скрывают, а в том, что часть правды о тех событиях, по всей видимости, никто из ныне живущих просто не знает. Свидетели умерли. Документы либо сожжены, либо засекречены, либо никогда не составлялись. И с каждым годом эта картина не проясняется, а наоборот становится более окончательно темной. И поэтому в финале этой истории мне хочется задать не вопрос, что произошло, а вопрос куда более грустный. Что из всего этого мы не узнаем уже никогда. Я долго думал, чем заканчивать эту историю. Можно было бы перечислить, главное, сухие цифры, имена, хронологию. Но это, мне кажется, было бы неправильно. Такие истории нельзя сворачивать в список. Поэтому я остановлюсь на одном единственном образе. На том, который у меня лично после всей этой работы с источниками не выходит из головы. Тихий океан. 1500 миль от ближайшего берега. Август 74-го. На палубе огромного судна, которое весь мир видит как марганцевую добычу миллиардера, идет военно-морская церемония. С советским флагом, с молитвой на русском языке, с именами. 6 наших ребят, которых их собственная страна 6 лет не могла найти, провожает в воду чужая команда. Не наш капеллан, не наш командир, не наша мать, не наша жена, не наш отец. Чужие руки, очень аккуратно, очень корректно, но чужие. Под чужим небом, в чужой операции, по чужому решению. И все, что от этой церемонии осталось, в этот момент уже не выйдет за пределы того борта. Запись пойдет в архив, на полку. И ляжет там на 18 лет. 18. Все эти годы их семьи у себя дома продолжают жить с одной и той же формулировкой. Пропал без вести. Без точки на карте. Без могилы. Без даты, которой можно было бы доверять. Без знания, что вообще-то за 1000 миль отсюда, под чужим флагом, их сына или мужа уже похоронили. Аккуратно, с воинскими почестями, с обрядом. С именами, которые в это самое время в его собственной стране нельзя было произнести вслух. Когда я вышел на этот факт и долго в нем сидел, у меня возникла очень простая, очень непарадная мысль. Чужая разведка похоронила наших моряков по их обряду раньше, чем их собственное государство сказало их матерям правду. Я не знаю, как это назвать. Не злодейством, потому что чужая команда тут поступила, по сути, по-человечески. Не подвигом, потому что любые слова про подвиг здесь будут как-то неуместны. Это просто очень неудобный факт, который у меня не складывается ни в одну привычную рамку. И вот именно эта неудобность мне кажется тем, что в этой истории остается самым важным.
А еще в эту самую минуту на дне Тихого океана, на 5 километрах ниже уровня моря, продолжает лежать большая часть Каста-29, кормовая, с ракетами, с большей частью экипажа. Та, что обломилась при подъеме в 74-м и ушла обратно в темноту. По всем имеющимся данным, она и сейчас там, через 60 с лишним лет после того марта. Без подъема, без расследования с финальным выводом, без официально названной причины ни у нас, ни у американцев. Просто лежит. И с каждым годом становится не ближе к раскрытию, а дальше. Я не знаю, кто из вас сейчас это смотрит, но если вы из тех, у кого в семье когда-то служил подводник, кто, может быть, помнит, как кого-то близкого однажды проводили в автономку и обратно его не дождались, Или у кого в семье был друг семьи, сосед, дядька, родственник, из тех, про которых дома потом всю жизнь говорили в полголоса. я бы очень хотел спросить вас об одном. Что вашей семье тогда сказали? Сказали честно? Погиб. Сказали обтекаемо? Пропал без вести. Или не сказали ничего, и вы потом еще много лет жили с одним только ощущением, что человек просто перестал возвращаться? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Имя называть не обязательно, но эти вещи нужно проговаривать, потому что иначе они уходят в тишину окончательно. У меня нет рецепта, как с этим жить, и я не уверен, что он существует. Но мне кажется, что одно из немногого, что мы вообще можем сделать с подобными историями, это просто не дать им раствориться. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вы дошли сюда, значит, для вас это тоже важно. Поставьте лайк за тех, кого мы не вернули. И подпишитесь, чтобы такие истории не уходили в темноту так же, как ушло то, что осталось на дне в северной части Тихого океана.